Здравствуйте. Сегодня у нас необычное интервью. Я беру интервью у друга, который сейчас занимается недвижимостью в Грузии, и его коллеги Вячеслава и Давида. И они расскажут нам о бюджетной недвижимости в Грузии, а также мы ее сравним с американской и посмотрим, какие есть плюсы, минусы и там, и там. Слава, Давид. Очень рада вас. Вы в Грузии? Да. Верим часы. Вы в Грузии? Да, у нас темно. Слава засомневался. 3:03 у нас грузинское время, тбилисское время. У нас еще светло, и, соответственно, там сколько, по-моему, 2 или 3 часа дня. Какая погода, кстати, сейчас в Грузии? Октябрь, начало октября. Как у вас там? Сейчас вечером уже дождик. Дождик начался. Да. И в ближайшие 2 дня, наверное, дожди будут. А до этого было солнце и даже жарковато. 20 градусов. Ну, по 30 было 25 днем почти вот каждый день. То есть сейчас тепло очень. Но в этом плане у нас сходство есть с Иллинойсом. То же самое. Было 30 градусов буквально до этой недели. Сейчас 18-17 и прохладно. Так что вот одно сходство уже есть. Думаю, что в декабре-январе погода разойдется у нас. Ну да, кстати, в декабре-январе здесь мы действительно разойдемся. Итак, мы решили провести сравнение двух объектов. Да? Это квартира, я сразу скажу, что это инвестиционная недвижимость, и мы все-таки ее рассматриваем не как жилье для проживания, а сколько на ней можно заработать. И начнем мы посмотрим квартиру и сравним ее с, ну не совсем с похожей, но, скажем так, с инвестиционной квартирой в Чикаго, а затем посмотрим дом, который можно приобрести в Грузии, сначала без отделки, да, то есть сколько будет стоить его довести до ума, то есть отфлипить, да, и за сколько можно купить готовый вариант. И то же самое я расскажу на примере похожего дома, я постаралась найти в Чикаго, и дальше рассмотрим доходность, окупаемость, ну, все то, что интересно потенциальным инвесторам. Естественно, контакты Вячеслава, Давида будут в описании. То есть те, кто захотят узнать больше о грузинской недвижимости, смогут с ними связаться после этого. Итак, начнем с твоего ролика, который ты мне прислал. Как выглядит квартира в Батуми. Правильно я понимаю? Мы говорим... Верно. Это видео идет ровно 46 секунд, и в конце вы узнаете почему. Проходим в просторную, светлую студию со всем необходимым для проживания. Большая комфортная кровать, столик для ноутбука, подсветка, можно читать книги перед сном. А можно включить большой классный телевизор LG с высоким качеством картинки. На кухне у нас есть все необходимое: плита, холодильник, стиральная машина, микроволновка, посуда. Квартира светлая и не кажется тесной. Есть много мест хранения вещей. И ванная комната в квартире сделана очень стильно, ничего лишнего, посмотрите сами. Отличный вариант для инвестиций в недвижимость. Стоимость этой квартиры ровно $46 тысяч. Слав, расскажи тогда про эту квартиру, о ее локации. Начнем с локации, где она находится. Она находится, получается, это один из лучших таких районов. Сейчас это середина города. Это не старый город, не центр, не окраина, а аллея героев. Это где находится сейчас стадион центральный, большой гипермаркет Carrefour и пешеходная зона до бульвара. То есть это такое развивающее, даже уже, я бы сказал, развитое место. И все комфортно для проживания в этом месте находится. А сколько до моря, если пешком? 15 минут домой пешком, да. Максимум 20 минут. И сейчас они сделали пешеходную зону, которая не требует переходов автомобильных. И ты идешь просто по виадукам, и до самой доходишь бульвара, машина тебе не мешает. По сути, это, в общем, одно из преимуществ этой квартиры – это локация. То есть вы находитесь на море. За сколько эту квартиру можно сдать в сезон и не в сезон? На короткий срок, на длительный срок? В долгосрок у нас, значит, похожие, подобные студии сдаются, начинается, вне сезона это от $300, и в сезон можно даже за $400 сдать, потому что эта квадратура маленькая, еще раз повторяю, там всего лишь 24 квадрата. Можно и усреднить эту
так сказать, цену, ну, сделать одну 350 На год. на год и не менять цену. Есть в этом комплексе тоже студии, которые более большой квадратуры, они сдаются уже подороже. Самые дорогие варианты у нас высокие этажи. Это когда отличный вид, и на балкон люди выходят, и у тебя видно весь город. Ну, это студии, если про студии мы говорим сегодня, ну, тогда это 450-500 на сезон получается, да. Летом, значит, тоже там разница. В июне, в июле, ну, начиналось там сколько было? От 70-80 лари в день. Это начальная цена, Да. и возрастала в августе до скольких долларов? Ну, там доходило до 110-120 лар. Сколько она занята в течение вот в июне, июле, Ну, поскольку работали только через Booking в основном, и только это там занятость, ну, средняя, если посчитать, вот месяц, да, одному, там, с простоями, с этим, ну, разным типа бронированием, средний где-то доходило до 20 дней. А так однодневки, если тоже допускать, ну, тогда, конечно, полная загруженность будет. Обычно хозяева хотят так. Они хотят вне сезон, чтобы она сдавалась в долгосрок, то есть до 1 июня. И с 1 июня по 1 сентября сдают посуточно. Вы занимаетесь и обслуживанием, да, то есть Да. можно приобрести квартиру, и вы же возьмете ее на обслуживание. Сколько в Грузии стоит, какой процент вы берете за обслуживание, или как строится здесь система? 3 пакета предоставляю, значит, один простой, самый элементарный, который это будет где-то просто клиента свели с владельцем, ну, стандартный 10%, в некоторых случаях 20%. Ну, смотря на сколько дней, там, за какую цену. А вот если второй вариант есть, мы занимаемся уборкой. Если что-то там, допустим, повреждено, что-то сломано, эти починку тоже мы берем на себя. То в таком случае это второй пакет уже действует от 20 до 30%. Комиссия от общего. Ну, есть по-разному тоже. Можем договориться, вот прямо все абсолютно расходы, значит, списываются от арендной платы, остальное мы делим на 60 на 40, допустим. Такой вариант тоже есть, но за все мы отвечаем. А если это долгосрок, допустим, находим клиента на год, условно говоря, или на полгода, ну, тогда стандартное это у нас меняет, ну, как обычно, да, если это клиент на 12 месяцев, последний месяц мы забираем. При сдаче на 6 месяцев забираем, значит, за полмесяца от комиссию, и все. Это стандартный подход. Скажите, пожалуйста, сколько стоит коммуналка? Ну, имеется в виду, я не знаю, есть ли она вообще коммуналка в Грузии, но имеется в виду электричество, вода, отопление. Сколько в среднем выходит вот на эту маленькую квартиру? На эту маленькую именно в нашем жилом комплексе. Здесь у нас, во-первых, идет специальный, это, как сказать, налог, платеж, это за обслуживание. Что входит в это? Ну, это за квадратный метр 50 центов эквивалентные в лари. И что входит в этом? В этом комплексе, значит, работает ресепшн 24 часа. В этом комплексе, значит, круглосуточное видеонаблюдение, освещение. На каждом этаже 4 камеры стоят в лифтах и везде вообще по периметру. В этом, значит, в обслуживание входит, а также уборка каждого этажа и место общего пользования. Это в день 1-2 раза минимум. И в любое время суток можно прийти, зайти в комплекс, на любом этаже подняться. И здесь все чисто, блестит, все красиво, гигиенно. И поэтому вот так и взимается такой налог. Но в разных комплексах за обслуживание могут взиматься по-разному. 50 центов за 1 квадратный метр, квартира 24, то есть надо умножить. Да. И еще входит лифт, пользование лифтом. Вот, Это так называемое, условно говоря, вот то, сейчас что в Америке называется HOA, да, HOA, Да. обслуживание общей территории.
По этой квартире, значит, за обслуживание получается $12. Потом коммуналки здесь по-другому. Значит, есть холодная вода отдельно оплачивается, горячая вода с отоплением отдельно. И за свет. Ну, разумеется, и интернет. Вот это 5 налогов, так скажем. Вот, каждый месяц приходится платить. А сколько составляет налог на недвижимость в Грузии? А у нас как такового пока налога на недвижимость, вот некоммерческой недвижимости, я имею в виду, но это жилье пока нету как такового, не введено. Скажите, пожалуйста, а как происходит оформление недвижимости? То есть вот я хочу купить, я не нахожусь в Грузии. Возможно ли это оформить дистанционно? Или нужно приезжать? У вас должно быть, значит, либо доверенное лицо, это нотариально подтвержденное доверенное лицо, здесь находиться, кто от вашего имени имеет право, так сказать, на продажу, на сдачу этой недвижимости и так далее. Ну, на оформление ее инвестиций. На оформление, ну, на все управление. Полностью. То есть это возможно. И возможно. можно представлять покупателя, оформить все. Как долго занимает этот процесс и сколько стоит услуга вот этого нотариального переоформления? Если покупатель и продавец оформляют купли-продажи, это договор через Дом юстиции. А доверенность это, да, через нотариуса делается, но сам процесс купли-продажи это происходит в Доме юстиции. Там, значит, покупатель и продавец или либо представители покупателя и продавца идут в Дом юстиции одновременно. Там, значит, заполняется этот договор и уже подписывают обе стороны, и в это время происходит оплата. Можно платить по безналичному расчету со своего там зарубежного счета? Да, вполне возможно. Вполне возможно. И причем криптовалюта тоже разные варианты, при этом очень приемлемо, и сейчас все больше и больше распространения применяется здесь. Криптовалюта удобно становится здесь. А принимает ли Грузия платежи из России? Принимает, но единственное, вот когда сумма идет, значит, немножко большие суммы, тогда уже банки требуют по происхождению этой суммы, этих средств, вот с документацией. Кстати, очень часто распространено, если этот объект новый, то рассрочка или ипотека. Если, допустим, в строящемся доме или вот первичная недвижимость. Где-то иностранец может получить ипотеку или рассрочку? Все верно, рассрочку. Сейчас говорим про иностранных инвесторов. Да, именно и рассрочку, и ипотеку иностранец в Грузии получает. Как происходит проверка его, если его никак не проверить в Грузии? Что требуется? Требуется, во-первых, либо, значит, справка о зарплате или о доходе, которые последние 6 месяцев, банковские переводы. Если это зарплата, вот выписка из банка, если это, допустим, доход от деятельности компании какой-то, своей компании, своей фирмы, то последние, значит, зачисления, 6 месяцев, какие у них средства крутились, этого достаточно. Дальше уже оценивается имущество, которое покупается, вот это банк оценивает, и уже остальное уже при ипотеке банк рассматривает, значит, свои риски по оценке, и уже где-то до 70, даже до 80% стоимости оплачивает банк. Какая процентная ставка? Подскажите? Значит, начинается, если это в долларах, начинается от 8 и до $9,5 доходит на данной ситуации. Там в новостройках в основном это внутренняя рассрочка действует. У почти большинства серьезных застройщиков это внутренняя рассрочка. Они обычно в банках не отправляют своих клиентов. Они сами договариваются, и внутри уже происходит взаимодоговоренность, контракт по условиям контракта, и переоформляется недвижимость. И уже потом, значит, в течение строительства беспроцентное это получается, как бы. Seller Financing. Ну а сейчас мы посмотрим квартиру в Чикаго, и я расскажу немножко о ней и попробуем ее сравнить. Она стоит дешевле, чем квартира
в Батуми, но она и не находится у моря. Она расположена в таком, скажем, средненьком, да, районе, то есть не опасном, но и не фешенебельном районе Чикаго, в районе международного аэропорта Мидвей. Она трешка и стоит $35,5 тысяч. Продается бюджетная трешка в Чикаго всего за $35,5 тысяч. Квартира 110 квадратных метров, 2 спальни, 2 ванны. Расположена в относительно спокойном и безопасном районе около международного аэропорта Мидвей. Ежемесячные платежи или коммуналка составляют $355 в месяц. Арендная ставка в этом районе около $1000. А теперь мы переходим к дому. К дому в Гонио, правильно я называю место? Да, это у нас таунхаусы. Это у нас, в любом случае, скажем так, это дом, да, таунхаус. Гонио. Что такое Гонио? Потому что наверняка многие не знают это место. Буквально где-то 10 лет, как населенный пункт Гонио уже присоединился к городу. Это часть города. Часть города Батуми, да, я прошу? Да, города Батуми. как раз в Гонио находится один из самых чистых и популярных пляжей Грузии. По поводу объекта таунхауза, вот что вы задали вопрос, это значит комплекс из 23 таунхаузов. На территории, значит, будет бассейн, парк, а также каждый таунхаус будет, значит, иметь парковочное место на 2 машин, отдельный тоже маленький участок для отдыха, а также терраса. За обслуживание каждого таунхауза будет стоить в пределах $100. Вот это, так сказать, охрана, садовник, да, видеонаблюдение. Вот это все. Ну и помимо этого коммунальные отдельно уже каждый индивидуально, кто сколько потратит. А сколько будет стоить? Сколько стоит таунхаус? Насколько я понимаю, его можно приобрести в недоделанном виде? Черный каркас там, значит, начинается, если, допустим, это полная оплата, будет $600 за квадратный метр. Это черный каркас. Это очень хорошая цена. По такой цене, в сегодняшнее время застройщики практически не работают, очень мало работают. Обычно вот такие таунхаусы сейчас и в Гонио, и в других начинаются от $1000 квадратный метр, черный каркас. Сколько будет стоить, вот, скажем так, законченный вариант? Это белый, правильно, каркас, видимо, раз тут черный. Нет, белый каркас — это у нас чистовая отделка, а зеленый каркас — это как раз уже под ключ. А это, кстати, чисто грузинская терминология, нигде больше ее не слышу. Да? Несколько вариантов можно сделать. Это, само собой, это черный каркас первый, как мы обсудили. Потом уже с ремонтом и без мебели можем тоже такой вариант предложить. И мебель уже сам покупатель, может, человек хочет свой, там что-то купить и поставить, и технику. А также можем под ключ, тоже полный это. Под ключ полностью с ремонтом, со всеми, значит, где-то получается квадратный метр дополнительно добавляется $800. Это самая, наверное, максимальная, да, цифра? Да. Это при условии того, что будут использованы самые лучшие материалы, и техника будет фирмы Samsung, LG. То есть, в общем, отделка стоит, в принципе, столько же, сколько и строительство. $1400 квадратный метр получается полностью обстроенный под ключ таунхаус. А сколько он метров? Минимальный начинается от 210 квадратных метров и, самый такой большой 285 квадратов. Допустим, я понимаю, что это интересно купить как дачу, да, и приезжать туда летом, и, в общем... Да. А что зимой-то с ним делать? Его можно кому-то сдать, и если да, то сколько это, опять же, будет стоить? Если так обсуждать, можно там посуточный вариант сделать.
хотя это тоже зимой цены Да. не такие особо, И но ценный спрос. для таунхаузов все равно это прилично. И также можно в долгосрок тоже сдавать таунхаусы, как и квартиры. Но я думаю, что вот сейчас с застройщиком буквально недавно обсуждали по этой теме, и, наверное, насчет вот сдачи, аренды, управления мы с ним окончательно обговорим, его варианты тоже, как бы совместно как что сделать, и возможно, мы более подробно и детально уже какой будет план, какой будет, допустим, окупаемость в течение года, сколько мы будем, покупатель сколько будет получать от аренды. Вот это все детали уже мы окончательно, наверное, до конца этого месяца определимся и уже будем знать. А кто все-таки основной покупатель? Кто сейчас покупает недвижимость в Грузии? Сами грузины, иностранцы. Из каких стран? Смотря в каких ситуациях, но большинство это русскоязычные, это славяне, это русские, белорусы, украинцы. Потом идет, значит, Казахстан, Израиль. Вот, Прибалтика. в последнее время арабы тоже это начали активно покупать, но у них более такие масштабные интересы. Вот как раз через дорогу напротив этих таунхаузов в Гоню, где идет строительство сейчас, через дорогу арабы купили большой участок земли. Раньше был там военный полигон, огромная территория прямо у пляжа, у моря. Они там должны 6 миллиардов вложить, и там новый городок будет практически, да, вот. Как раз через дорогу. Вот. Большая территория будет эксплуатироваться. С проездом, то есть Грузия по-прежнему принимает россиян свободно, без всяких виз, правильно? Правильно, совершенно верно. Украина тоже самое. Да, абсолютно для всех открыто. Здесь пока никаких ограничений нету, всех принимаем, гостей, так что добро пожаловать в любое время. В среднем стоит месяц проживания в Грузии, вот приезжает человек, наверняка, опять же, есть люди, которые хотят перебраться и даже будут рассматривать этот коттедж не как инвестиционный, а как место для проживания, да, потому что он действительно дешевле, чем в других странах, но в другие страны, допустим, не попасть. Сколько стоит проживание в среднем в Грузии? $400 в месяц на двоих. Да, реально. Да, это реально вполне. Двоих. Даже с кафе. Развлечения. Развлечений сейчас в Батуми очень много. Любые. И боулинг, пожалуйста, кинотеатры, торговые центры, различные мероприятия проводятся, и концерты, и есть какие-то секции, например, танцы, спорт, футбол, баскетбол. Фитнес, бассейн. Ледовый дворец, коньки. То есть дети начали заниматься фигурным катанием. То есть небольшой, казалось бы, город, но в нем есть практически все. Скажите, пожалуйста, вы говорите, у вас много русскоязычных сейчас. А как они адаптируются? Дети адаптируются в грузинских школах? В грузинских школах два языка или дети должны изучать грузинский, переходить на грузинский? Как, кстати? У нас есть в основном частные школы, и там в частных школах есть секции русскоязычные, в которых ходят русскоязычные дети, учатся на русском. Обычно все предметы они изучают на русском. Разумеется, там усиленный грузинский присутствует. И это обязательно должно. Происходит процесс легализации. Я понимаю, что тоже в зависимости от того, из какой страны. Несколько вариантов есть, чтобы получить ВНЖ. Там можно, значит, через покупку недвижимости, это должно недвижимость составлять, стоимость где-то $100 тысяч и выше. Как вы покупаете, пришли в Дом юстиции, купили, оформили,
или уже недвижимость на 100 тысяч долларов и выше. И сразу можно запустить процесс на получение ВНЖ. Там уже, в зависимости, это может продлиться максимум до месяца. И ориентировочно, вот, чтобы все затраты легально вместе с обслуживанием, это платежи оплатить, это где-то 700 лари обойдется. Вот. Но есть другие варианты также. Можно это через ИП сделать, открыть, и там тоже должна быть годовой оборот, где-то 50 тысяч лари, и уже потом можно будет тоже подавать, но это будет краткосрочное ВНЖ. Есть там долгосрочное ВНЖ от 5 лет и дальше. Выше, так скажем, это когда инвестицию, допустим, человек вложил 300 тысяч долларов и выше, уже там можно рассмотреть на долгосрочный вид на жительство, это от 5 лет и выше. Также ВНЖ, там разные варианты есть, можно, допустим, если учиться здесь выше... По учебе, да, ВНЖ по учебе. Да, по учебе можно будет. Можно также... Там, значит, если местная компания приглашает тоже на работу, и там оформлено уже контракт. ВНЖ по месту работы. Да. Разные варианты. Это IT ВНЖ для специалистов. Это новое, появилось. Специально, так скажем, сделали, дозволили, чтобы получали уже конкретные специальности люди, которые работают на удаленку или так. Вот. Для них это тоже... Сейчас вариантов про получение ВНЖ очень много, и довольно хорошо это все сейчас дается. А сколько можно находиться в Грузии, то есть без оформления каких-либо документов? То есть ты приехал без визы, сколько ты можешь находиться? 3 месяца или больше? Для большого количества такого списка стран присутствует такой режим, что 365 дней ты можешь находиться... 1 год. По поводу работы. То есть сколько, опять же, в Америке, например, да, рабочий час, не суперквалифицированный, да, стоит там $15-20 в час. Это вот американский такой стандартный, да, минимальный, скажем так, да, размер оплаты труда. Сколько в Грузии? Здесь большинство сейчас, если молодые люди, это они работают, есть рабочие места, такие более-менее, это на доставку, как и везде, в принципе, молодежь этим занимается. Часть приезжих, часть нет, большое количество очень работают на удаленке. Да. Дома сидят они и работают. Если мы рассматриваем местные компании, да, тогда самая минимальная оплата. Да, там получается где-то 500, да, $500. Мы сразу перейдем в доллары, да? Перейдем в доллары сразу. $500. 400 от $500. Самая минимальная. Компания. Самая минимальная. И дальше как идет уже по специалисты, если ты специалист, и зарплата поднимается там $700, $1000 и дальше. То есть в зависимости от квалификации, опыта работы. Много, да, действительно, приезжает специалистов именно удаленно работающих. Как раз вот этот вариант с Гонио коттеджами как раз подходит для, наверное, такой удаленной работы, потому что тихое место, спокойное, и не нужно ездить в город большой постоянно на работу. А насколько, то есть вот если купить этот дом сейчас в Гонио, насколько он вырастет все-таки в цене, то есть насколько его можно будет продать дороже через год, так называемый холдинг, если есть прирост недвижимости? Какой он? Да, это там уже при завершении строительства черный каркас, так скажем, уже будет стоить от $1000 и выше квадратный метр. Это получается за 2 года. У нас ориентировочно 2 года будет вести строительство. В 2027 году, уже в конце лета, это уже будет завершено строительство.
Так что, допустим, условно говоря, вы покупаете 210 квадратов при полной оплате за $600 квадратный метр черный каркас, и через 2 года вы сможете продать уже за $1000. Ну, рыночная стоимость будет $1000, Да, вы да. можете за 900 продать ее и уже, значит, вложили 600, продали за 900. Уже Да. это 50%. уже достаточно большой процент для продажи. Если вы построите, сделаете ремонт и все сам, ну, обойдется, значит, $1400 вместе с под ключ. Если вы сделаете и продадите за $1800 квадратный. На объект Гонио, таунхаусы, там у нас есть, значит, предложение для инвесторов тоже. Это, так скажем, оформляется контракт на 3 года. Инвестор оформляет на себя, значит, строящийся таунхаус по цене уже за $400 квадратный метр. Но там минимальная сумма взноса от $100 тысяч. Вот, условно говоря, инвестор вложил $100 тысяч, оформился контракт, и нотариально, и Дом в инвестиций. Доме инвестиций переходит, значит, таунхаус на его собственность, и в течение 3 лет ежегодно выплачивается ему 20% от внесенной суммы. Ну, при сумме 100 тысяч, значит, каждый год ему выплачивается 20 тысяч. И окончании 3 лет, потом, значит, инвестору возвращается эта начальная сумма, ну, 100 тысяч, а со своей стороны инвестор переоформляет этот же таунхаус, уже построенный, уже на застройщика. Да, на застройщика, да. Вот такая Таким образом застройщик получает поток денег, необходимый для строительства. В любое время мы на связи, можете обратиться, если будут какие-то вопросы дополнительно. А сейчас я вам покажу дом, который можно приобрести за эту же цену в Чикаго, но который также требует чистовой отделки, но в данном случае ремонта. Разница только в том, что таунхаус в Грузии, скажем так, новый, new construction, а здесь это дом начала 20 века. Так выглядит дом в Чикаго за $150 тысяч. Находится в 15 минутах езды от центра города и имеет 2 участка. Дом чуть меньше площадью, чем грузинский, 150 квадратных метров, ну и требует косметического ремонта. Соседний дом меньшей площадью после ремонта только что был продан за $250 тысяч. Арендная ставка $1500–2 тысячи в месяц. Автомобиль, кстати, прилагается. Это интервью не было рекламным, хотя оно может таким показаться. Я действительно давно дружу со Славой, и мы с ним искренне хотели провести, скажем так, сравнительный анализ, да, недвижимости и посмотреть сходство, различия, преимущества, так как по ценовой категории эта недвижимость в Штатах и в Грузии бюджетная, она действительно похожа. Ну, а, соответственно, никаких там призывов и предложений я делать не буду, решать вам, но, скажем так, и та недвижимость имеет место быть. Все зависит от ваших целей и задач, и возможностей, да, попасть, скажем так, в Грузию, например, гораздо больше, чем сейчас, допустим, попасть в Штаты. То есть, если для кого-то это важный аспект, то, наверное, недвижимость в Грузии может быть интересна. А мы при этом продолжаем, естественно, рассказывать и показывать недвижимость, дешевую недвижимость в Штатах под флиппинг и под аренду. Поэтому подписывайтесь на наш канал и обязательно подпишитесь на телеграм-канал, где я публикую свежие варианты.
Ну и поставьте лайк и напишите ваши вопросы и комментарии. Если вы инвестировали ранее в недвижимость в Грузии, то будет интересно послушать ваши впечатления. А также другие любые вопросы или темы для обсуждения, или же ваши предложения, с какой еще недвижимостью, в какой стране было бы интересно сравнить американскую недвижимость. С удовольствием сделаю такой же материал, интервью.